Здравствуйте, меня зовут Юрий, и в этом видео мы обсудим электробритвы. Поговорим о том, каков ресурс сеток и ножей, как часто их нужно менять, как именно нужно обслуживать электробритву, очищать, промывать, смазывать, каким маслом это можно делать. А также поговорим о ресурсе аккумулятора и других моментах. Сразу замечу, что есть большая разница в ресурсе, который заявляет производитель, и фактическом ресурсе. Итак, начнем с расходки. Ресурс сеток, по заверению производителя, 1 год. По факту, это вы можете найти и в отзывах в интернете, и пообщаться с друзьями, у которых уже есть электробритвы. Ресурс гораздо выше. Ресурс ножей по спецификации 2 года. Однако по факту, как и в случае с сетками, многие пользуются одним и тем же комплектом на протяжении 5-7 лет. Естественно, эффективность бритья снижается. Бритье получится не таким быстрым, поэтому замена расходников своевременная позволит бритве работать на полную мощность. Заменить расходники несложно. К примеру, на моей LV97 нужно снять крышечку верхней головки. Для того, чтобы снять ножи, просто тянем за них в направлении от бритвы. И обратным действием устанавливаем новые ножи. Блок сетки тоже легко снимается. Легко нажимаем на язычок, извлекаем старую сетку и устанавливаем новую. Для того, чтобы бритва прослужила долго, не забывайте ее прочищать. Для этого в комплекте идет щеточка, с помощью которой нужно очищать сетки и ножи, а также все бритвы Panasonic можно очищать во влажном режиме. Для этого удерживаем кнопку включения на протяжении нескольких секунд, включаются повышенные обороты. К примеру, в моей LV97 вместо 14 тысяч включается 16 тысяч движений мотора. В этом режиме наносим жидкое мыло, оно вспенивается, промываем бритву по струе воды и просушиваем. В некоторых моделях, таких как моя LV97, есть система самоочистки. В нее мы заливаем специальную жидкость. Бритва у нас промывается в специальном мыльном растворе, и это позволяет долго поддерживать чистоту ножей, сетки, и служит расходка дольше. На мой взгляд, после очистки бритва даже сбривает щетину гораздо легче и мягче, хотя, возможно, это субъективное ощущение. Одного пакетика жидкости хватает на 6 месяцев. Достаточно долго. Количество жидкости постепенно снижается, и в тот момент, когда ее нужно будет добавить, заменить, у вас загорится специальный индикатор на панели системы самоочистки. Поэтому жидкость нужно покупать не так уж часто. Для того, чтобы бритва служила долго и расходку не приходилось менять часто, важно смазывать бритву. В комплекте с каждой бритвой идет масло, которое необходимо нанести на сетки, как сказано в инструкции. Я также наношу масло на пружинки, то есть на все подвижные элементы бритвы. Производители рекомендуют использовать только фирменное масло, идущее в комплекте, хотя многие покупают обычное парафиновое, в том случае, если масло, идущее в комплекте, уже заканчивается. Ресурс аккумулятора по спецификации составляет 3 года. По факту, опять же, исходя из собственного опыта, своих бритв, из отзывов потребителей, могу сказать, что лет на 7 аккумулятора, как правило, хватает без проблем. Возможно, и дольше. В целом расходка служит долго, и тут, наверное, я отмечу один очень важный момент. Если бритва у вас уже много лет, например, 7, 8, 10, и это не топовая модель, а какая-то бюджетная, наверное, менять сетку, ножи и аккумулятор уже не имеет смысла. Цена всех этих составляющих будет сопоставима со стоимостью новой бритвы. Поэтому, если у вас дорогая модель, замена расходников оправдана. Если же у вас бюджетная версия, через несколько лет, возможно, проще будет просто сменить бритву. Ну а купить любую расходку, сетку, ножи, аккумуляторы и так далее вы можете либо на eplast.ru, либо в официальном сервисе производителя. С учетом того, что вся расходка служит долго, делать это придется нечасто. Пусть ваша бритва служит долгие годы. Ну а если видео показалось интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за ваше внимание.